Всем привет! Сегодня у нас 10-й, можно сказать, юбилейный выпуск серии «Легенда Лего Техник». И по этому случаю я припас очень крутой раритет, грузовик с манипулятором 92-го года выпуска. Он очень большой, хотя в нем меньше 1000 деталей, всего где-то 960. Сначала пару слов скажу по инструкции, потом по сборке и, конечно, расскажу о его функциях. Инструкция — это, как обычно, одна книжка, в которой и инструкция к основной модели, и к альтернативной. Кстати сказать, альтернативная модель очень интересная. Я вообще как-то в детстве, долгое время потом не понимал вообще, что она делает. Но недавно все-таки посмотрел видео в интернете. Модель интересная, ее я тоже потом соберу. А здесь интересные довольно-таки подсказки по извлечению деталей. Особенно мне вот тут вот понравилось, как они предлагают пин из коннектора извлекать. В общем, на самом деле действительно было интересно посмотреть, как-то не задумывался даже про такие способы. Ну и дальше небольшое введение в пневматику, потому что в этом наборе впервые вот компрессор появился. До этого его не было, это вот маленькая помпа появилась впервые в 92 году. Предлагают нам разработать цилиндры и говорят, что не надо заламывать шланги пневматики. Вот это надо запомнить, потому что это очень актуально в этом наборе. Также мы видим, что здесь нам надо самим нарезать кучу шлангов, линейка прилагается, все как обычно. Сборка набора намного сложнее, чем современные модели. Всего 2 разворота инструкции, и у меня уже вот такая большая конструкция. Что здесь сразу видим? Видим очень старые дифференциалы, 28 зубов у этого кольца, и идет привод на 14-зубые шестеренки конические. Совсем в древности это использовалось, давно мы этого всего не видели, наверное, уже не увидим в новых наборах. Также мы здесь видим карданы. Здесь на самом деле в них нет необходимости, но просто в то время еще не было соединителей для осей, поэтому они здесь играют роль просто как связующий элемент, чтобы соединить две оси. А эта картинка специально для тех, кто считает, что в Мерседесе сложная разводка пневматики. Комментарий примерно такой: возьмите 6 шлангов одинакового цвета с длинами 33, 35, 36, 37, 39 сантиметров. Аккуратненько их расположите, чтобы потом правильно развести. Вот так вот это выглядит вживую, и это только начало, дальше будет еще веселее. Ну вот, теперь это выглядит намного аккуратнее, гребенка вот это очень помогает. С большим трудом я поставил поворотный стол, потому что его нужно было поставить, продев шланги, чтобы не вылетел вот этот вот вал, который не закреплен, когда ставишь. Лучше знать какие-то специальные заклинания, но я не знал, поэтому намучился. Один из самых интересных механизмов этой модели — это как раз поворот этого вала. Он будет соединен с поворотным столом, и все это вместе будет поворачиваться. Я хотел показать его, но понял, что я уже закрыл тут почти все, но попробую все-таки вам показать, потому что снимать еще раз, ставить этот стол поворотный я, честно, очень не хочу. Суть механизма в том, что 2 пневмоцилиндра, вот эти желтые, в противофазе работают и двигают зубчатые рейки. А зубчатые рейки через шестеренку поворачивают вот этот вал. Очень оригинально, по-моему, я нигде не встречал больше такого. Сделано классно, очень интересный механизм. Вот, наконец-то я отмучился. Именно отмучился, потому что сборка совершенно ужасная. Автор этой книжки не любил людей или детей, или, в общем, для кого он ее делал. И дело не в том, что сборка сложная, наоборот, мы именно за это любим старый техник. Но сборка абсолютно нелогичная. На каждом шаге куча деталей добавляется, и абсолютно хаотично это происходит. В передней части, в задней, там, в надстройке, где-то в кабине. Некоторые детали вообще там только краешек торчит, и нужно искать, чтобы понять, куда вот эти детальки приделать. У меня очень устали глаза, я считаю, что это нехорошо. Сложность — это хорошо, но она должна быть какой-то все-таки логичной, разумной. Очень меня утомила сборка, какая-то вообще бесчеловечная абсолютно. Также есть у меня претензии уже по компоновке модели.
Вот издевательские эти картинки в начале инструкции про то, что не переламывайте шланги пневматики. Тут для шлангов места вообще не оставлено. Они здесь все впритык, и не исключено, что из-за этого пневматика будет плохо работать. Может быть, что-то пережалось. Это здесь сделать очень легко. В этом плане модель не очень понравилась. Начать, естественно, стоит с внешнего вида. Мне он нравится, он так выглядит довольно круто. Единственное, бросается в глаза отсутствие двери. Ну, капот, наверное, умышленно не сделан, чтобы видно было, что поршни работают. А есть на крыше рулевое управление. Руль в салоне не работает, потому что его просто нету. Ну, нету руля здесь никакого. Силой мысли управляется продвинутая модель. Как я уже сказал, 6-цилиндровый V-образный двигатель здесь работает. Крыльчатка крутится. Сейчас так вот виднее будет. Привод идет от всех задних колес 4 на 6, и, соответственно, здесь дифференциалы стоят. Все как полагается. Что еще мне здесь очень понравилось? Батарейный блок огромный, вот он здесь стоит на видном месте, но он не бросается в глаза, потому что он сделан черным. Вот раньше делали как надо, да, чтобы было красиво. У меня есть такой белый от шаттла, есть желтый от крана 8421, вот от этого черный. Они все большие, но они все не портят внешний вид за счет того, что у них цвет нормальный. Перейдем к пневматическим функциям. Придется мне включить компрессор, и будет шумно, но посмотрим. Не очень шумно. Поднимаем стрелу. Вот две секции. Они работают, естественно, раздельно. Вот нижняя. И вот верхняя. Захват. Сомкнулся, разомкнулся. Ну и самая прикольная функция, что пневмоцилиндрами это все поворачивается. Поворачивается. Ну, со скрипом, но поворачивается, потому что там сколько? 6 да, пневматических шлангов идет через поворотный стол, в котором еще в центре ось. Там очень все плотно. И вообще это чудо, что он так нормально поворачивается. Сейчас попробуем захватить дрова. Ура, получилось! Ну вот, о функциях я рассказал. Модель очень интересная. Конечно, в первую очередь интересна своей пневматикой. Помимо маленькой помпы, здесь также маленький пневмоцилиндр впервые появился. Напомню, 92 год. Также здесь используются трубки твердые для пневматики. Их удобно действительно крепить к стреле, но единственное, что мне не нравится, у них очень острые края, и можно, мне кажется, легко повредить шланги. Наверное, напильник эту проблему решит. Ну что, пора заканчивать. Модель мне очень понравилась, надеюсь, вам понравилась тоже. Я ее сейчас в первый раз собирал, она когда-то досталась мне в собранном виде, у меня был только опыт разборки. Ну, сейчас появился опыт сборки, мне, конечно, не понравилось, я намучился, но теперь знаю, как все это происходит. Ну, повторюсь, в целом впечатления, конечно, позитивные, модель очень интересная. Подписывайтесь на мой канал, у меня еще очень много ждет обзоров крутых моделей, до них я скоро доберусь, надеюсь. Пока!